Наше увлекательное путешествие начинается в удивительном месте, собирающем в себя ландшафт нашего прекрасного города воедино на небольшом пространстве в Александровском парке. В парке миниатюр вы можете увидеть копии в масштабе 1 к 33 и ознакомиться с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга. Однако, для того, чтобы полностью окунуть вас в неповторимую культуру города и страны, мы хотели бы осветить каждый шедевр, представленный в мини-городе по отдельности. Сейчас мы переносимся на набережную канала Грибоедова, где возвышается неповторимое самобытное здание храма Воскресения Христова. Этот собор стоит на месте убийства императора Александра II, которое произошло 13 марта 1881 года. Александр II – один из самых любимых народом правителей России. Он освободил миллионы крестьян от крепостного права, провел военную и судебную реформы, ввел систему местного самоуправления, завершил многолетнюю Кавказскую войну, присоединил огромные территории в Средней Азии, Амурский и Уссурийский край, что дало серьезный толчок экономическому развитию страны. Постройке храма предшествовало возведение временной часовни на месте смерти царя. Первый камень положил лично государь Александр III, сын покойного императора. Уже 29 апреля 1881 года, в день рождения скончавшегося императора, часовня была освящена и в ней стали проводить панихиды. Вступивший на престол сын и преемник убитого царя Александр III велел возвести просторный и величественный храм. Был устроен конкурс, в котором победил проект петербургского архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия Малышева. Храм был выполнен в русском стиле и вобрал в себя особенности церквей Москвы и Ярославля XVII века. Такова была воля нового царя Александра III. Он пожелал, чтобы участок мостовой, на который пролилась кровь его отца, включили в пространство храма, поэтому собор немного выступает на набережную. Вот так и получился собирательный образ русского православного храма. Сказочный, праздничный и яркий. В народе его прозвали теремом, шкатулкой или пряничным домиком. Строительство данного храма началось в 1883 году, спустя 2 года после кончины Александра II. Стройка продлилась 24 года. Расстояние от вершины центрального купола до земли составляет примерно 81 метр, что в свою очередь символизирует год убийства великого царя. Расстояние от вершины второго по величине купола до земли 63 метра, что символизирует возраст императора, когда он был убит. Под золоченым кокошником установлено мозаичное панно «Распятие с предстоящим». Оно находится прямо под колокольней на месте убийства царя. На этом панно Иисус Христос распят на кресте, и его глаза широко открыты. Это большая редкость. Главное украшение фасада собора – это гербы русских городов, губерний и уездов, выложенных мозаикой. Эти мозаики посвящены местам, откуда поступили деньги на строительство храма. На цоколе храма прикреплены 20 гранитных панелей, а на колокольнях изображены гербы губерний и областей России. Эти мемориальные доски выполнены из красного гранита с золочеными буквами, рассказывают о важнейших событиях царствования Александра II и его реформах, а также на них имеется летопись его жизни. На одной из этих досок сохранились следы немецкого снаряда. Внутри стены и своды от пола до потолка полностью выложены мозаикой и украшены полудрагоценными камнями, золотом, серебром, мрамором, хрусталем и так далее. Более 30 человек трудились над внутренним убранством храма. Храм является самым большим музеем мозаичного искусства в Европе. Больше нигде не увидишь столько картин из мозаики. Площадь стен, состоящих только из мозаики, больше 7000 квадратных метров. Уникальные мозаичные панно были выполнены по рисункам Васнецова, Нестерова, Рябушина, Беляева, Харламова и Парланда. Внутри храма, напротив иконостаса, находится сень, резной шатер из драгоценных металлов, поддерживаемый колоннами, которые ограждают небольшой кусок брусчатки Старой площади, а также плиты тротуара и фрагмент решетки Екатерининского канала, ныне канала Грибоедова. Именно на этом месте был смертельно ранен император Александр II. Александр III распорядился, чтобы внутри храма остались камни мостовой, на которые пролилась кровь его отца. Эти самые камни остаются в храме и по сей день. Они помнят день убийства царя.
Изначально собор не предназначался для всеобщего посещения. Он был придворным. В нем служили палентины, никогда никого не венчали и не крестили. Осветили храм лишь 6 августа 1907 года при участии императора Николая II. Символична судьба Спаса на Крови при советской власти. Несколько раз предпринимались попытки снести его, но, к счастью, каждый раз что-то мешало. С началом Великой Отечественной войны вопрос о снесении храма был отложен на неопределенный срок, и во время блокады в нем был устроен морг. Сюда свозили тела граждан, погибших от голода или обстрелов. Потом из него сделали склад для хранения овощей. Некоторые горожане даже стали в шутку называть его «Спасом на картошке». По окончании войны в нем хранили декорации театра. Лишь в 1970-х годах начались ремонтно-реставрационные работы в соборе. Они продолжались более 20 лет, и ровно через 90 лет после освящения, а именно 19 августа 1997 года, Спас на Крови был вновь открыт для прихожан. В русской истории полно загадочных пророчеств и предсказаний, сделанных юродивыми. В русской традиции такие люди не малы умом и не больны физически. Наоборот, это Божьи люди, именно их устами и говорит сам Господь. Наиболее ярко отразилось пророчество известных в Москве юродивых в судьбе императора Александра II. Александру II было предсказано, что его жизни будет угрожать опасность 7 раз, и именно 7-е покушение приведет его к смерти. На жизнь Александра II было совершено 6 покушений, и в один день, 13 марта 1881 года, было совершено 7-е покушение, последнее, которое стало причиной его гибели. Не только смерть царя окутана тайнами, с современным Спасом на Крови тоже связано множество легенд. Существует поверье, которое до сих пор не нашло опровержения, что этот собор невозможно разрушить. Одним из ярких примеров, подтверждающих легенду, является история о том, как в 1941 году власти приняли решение взорвать храм Спаса на Крови, назвав его объектом, который не имеет художественной и архитектурной ценности. В стенах были просверлены отверстия, туда уже заложили взрывчатку. Но началась Великая Отечественная война, поэтому все взрывники были в срочном порядке отправлены на фронт. Также в 1961 году во время реставрации в центральном куполе храма обнаружили немецкий фугасный снаряд, который пролежал там 20 лет, прямо под рукой Христа. Храм Воскресения Христова и часовня по имени Иверской иконы Божьей Матери составляют единый архитектурный ансамбль. Мысль об устройстве рядом с храмом особого здания, доступного для обозрения всем желающим, возникла в связи с тем, что на строительство храма в память об императоре Александре II в столицу со всей России поступали разные пожертвования. Это были живописные иконы, церковная утварь и другие ценности. Святое строение служило в качестве музейного здания, где можно было увидеть чертежи и эскизы, янтарные иконы, модель Исаакиевского собора, образцы камней и других материалов, которые использовали зодчие в отделке и многое другое. Ризницу отождествляют с русским стилем, однако с примесью византийских мотивов. В этом маленьком уголке совместилось уникальное многообразие русской культуры. Храм Воскресения Христова, часовни Ризницы Иверской иконы Божьей Матери. На фоне строгих классических зданий и серого питерского пейзажа эти сооружения становятся сказочными. Своими насыщенными, глубокими красками они как бы воспевают победу жизни над смертью. Спас на Крови — это мемориал, который вселяет веру в лучшее и дает надежду на будущее. Спасибо за внимание. Приглашаем желающих совершить пешую прогулку по историческому центру от скульптурной экспозиции «Петербург в миниатюре» в Александровском парке до Спаса на Крови.